Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро-расклад. Во что вы не верите, а это все-таки случится. Это произойдет. Давайте узнаем, с чем это будет связано. И мы выполним сигнификацию, поскольку тоже пока не определишь, с чем, по крайней мере, с какой сферой жизни, да, будут вот эти события. И бывает и так, что много у нас разных мечт или наших желаний. Не всему, конечно, суждено сбыться. Иногда это связано и с личной жизнью, а иногда это и с работой, да, или нашими достижениями. Порой мы тоже думаем, ну вот все в моей власти, я уже, казалось, столько всего сделал или сделала, да. И мы ищем императрицу на одном из моих прежних каналов есть расклад на императрицу. Вот мы с вами смотрим. Если смотрит мужчина, просто перекладывайте на себя эти значения. Но в первую очередь императрица – это ресурсный человек. Это как символ нового «я». Это возможности. Даже если этих возможностей фактически нет, императрица их найдет. Потому что она надеется сама на себя. Смотрите, сколько много событий было уже в вашей жизни. Я могу предположить. Вы знаете, какая-то прежняя история у вас точно заканчивается. Смотрите, как интересно. Ищем, но пока не нашли. Тут как будто действительно в одной жизни прожито несколько. Ну ладно, кто же вы? Может быть, и на самом деле так. Кому-то несколько раз доводилось буквально подниматься с колен. И быть в этих самых разных энергиях. Вот. А вот интересно, смотрим. Смотрите, что у нас выпадает центральными картами. Императрица. С одной стороны у нас король мечей, а с другой меч. Императрица, похоже, приняла решение, вы приняли решение по поводу конкретного человека. А что вас связывало, если мы говорим, да? С чем можно соотнести? Конечно, по этой карте у нас идут и высокие чиновники, или какие-то согласования, юридические вопросы, вопросы в суде. Но тут, видимо, все сразу у кого-то соединилось. И вопросы денег, вопросы работы, вопросы любви и ваших достижений. Ну, а с учетом мечей, может быть, и была какая-то, ну, как знаете, точка невозврата по части у кого-то разводы были, у кого-то так. Вот правда такая сигнификация. Или расставание. Может быть, это были такие сложные расставания, когда ведь по королю мечей проходят люди, ну, достаточно непримиримые. Может быть, нам всего 3 карты выпало, да, но вот в таком интересном триплете. Может быть, и человек даже был инициатором расставания, но или какой-то неопределенной ситуации. Но я могу предположить, что последнее слово-то за вами вышло. Вот, видимо, может быть, и вы, как в ваших отношениях, прикладывали прежде много усилий, а потом под конец себе сказали: ну все, баста, хватит. Вот теперь так не будет. Может быть, и человек, ведь императрица – это та, которая, ну, настроена на то, чтобы на эмпатию, на гармонию, чтобы вот это самое взаимопонимание, оно было. Но в конечном итоге, видимо, вот смотрите, четверка жезлов, праздник после победы, явно были планы. Причем такие планы, которые восторженные, были и результаты. Поэтому у кого-то дом был общий, или вы вместе, вы, может быть, вели общее хозяйство, находились вместе, уже опять же строили планы на будущее. И вдруг Луна, тысяча неопределенностей. Почему я говорю? Тут явно, даже если у кого-то была вот такая ситуация, связанная с конкретным мужчиной, мои дорогие девочки, когда, ну вот как будто игра какая-то все время шла, да, манипулирование, а потом в конце концов вы это все завершили. Почему я так говорю? Потому что увидела королеву мечей, как известно, прообраз Юдифи, и уж она отрезала, так отрезала. Так вот, может быть, сначала играл мужчина. Вы какое-то время участвовали в этих играх, а потом положили им конец. Ну и вот теперь, может быть, и мысли-то вас все равно не оставляют. Вы как будто находитесь и во власти собственного решения,
Но и, видимо, раз мужчина нам выпал, похоже, эта история не закончилась. Какое-то продолжение следует. Но это я так могу предположить. Ну, давайте мы переложим еще и на другие реалии, другие сферы жизни. Как я сказала, у кого-то это согласование в высоких инстанциях. Может быть, вопросы и сейчас в суде самого разного плана. Может быть, у кого-то вопросы с работой. Возможно, вам приходится договариваться среди людей сложных, да, потому что есть ваш интерес. Но, скорее всего, вам уже это все надоело где-то. Ну, вот давайте мы узнаем, что это вот случилось, да. Уже есть такое состояние, когда вы как наготове, по мечам тут вы готовы действовать. Причем ну, несколько в других энергиях. Я не могу сказать, что вы сейчас склонны с кем-то договариваться. Вот это точно. Скорее вы кому-то прощай будете говорить. Или, по крайней мере, вот такие произошли ситуации, когда, может быть, вам надоело с собой рисковать, может быть, или в какие-то отношения, которые в затяжку бесконечно и ни к чему не приходят, не приводят, да. Но или история у кого-то просто по другим даже причинам. Иногда люди в погонах идут, или когда, может быть, какая-то история даже завершилась, ну, состояние человека было таково. И тут самые разные могут быть ситуации. Так вот, давайте мы узнаем, чего вы не ждете, а что же у вас случится, произойдет. Это случится. Ну, видимо, какой-то путь, словно отшельник, в одиночку, какая-то пауза. Должна сказать, что еще есть, наверное, какое-то количество времени. Может быть, и вы сами сейчас закрываетесь, и вы вообще никого не хотите ни видеть, ни слышать, или сузили максимально общение, или ограничились, ну, вот каким-то ближайшим кругом, и все. А вот вы не ждете, что какая-то зависшая ситуация вдруг внезапно начнет меняться. Принц Жезлов, будь готов к неожиданностям. Карта нам так и говорит. Вполне вероятно, что-то тут такое у вас будет происходить в жизни. Или даже, может, знаете как, вы ждете, может быть, длительное время какой-то документ. И тут может быть внезапно не тот документ, который вы ждете, а с какими-то, ну, вариациями. Или какая-то новость буквально спешит в вашу жизнь, да. Может быть, это и человек какой-то будет спешить в вашу жизнь. Или произойдут те события, когда они вас могут переключить или вывести вот из этого отшельничества и одиночества. Когда приходится по принцу жезлов нам быстро поворачиваться, быстро, знаете, с чем-то или с кем-то взаимодействовать. Скорее всего, это вообще какая-то, ну, как новые приоритеты, новые интересы. По принцу жезлов это где-то пажи, да, это просто колода такая. А пажи это у нас всегда информация. Так вот здесь внезапная информация, какая-то скорость, безусловно. И вам придется действительно вот забыть даже о своих тягостных каких-то воспоминаниях, переживаниях. Вас жизнь переключит совершенно как будто в другой формат. Чего же вы не ждете, а это случится? А у вас тут на кону, посмотрите, мои дорогие девочки, тут у кого-то из вас новое знакомство. Вы поставили точку или просто закончились отношения по разным причинам. Осталось много сложных эмоций. И вас эта история жизненная, именно которая была связана с мужчиной, она еще и вдобавок вас многому научила. И вы, да, вы настроены никому не верить. Вы не собираетесь тут кому-то нравиться. Вам где-то безразлично, вот это, можно сказать, и сигнификация, но я уже вижу и по остальным картам. Вам, если теперь где-то все равно, как вас воспримут люди. Мы не делаем, с учетом мечевых карт, да, справа, слева, мы уже не пытаемся произвести вот как бы вот это самое впечатление. И в этом усиливаются ваши позиции многократно. Вы, кстати, своей где-то независимостью, отчасти холодностью, как раз можете кого-то заинтересовать. Вот такая метаморфоза. Ну, значит, судьба ведет вас каким-то своим фарватером интересным, своим путем, открывая перед вами новые возможности. Так вот, у нас выпадает королева Пентаклей. Где-то энергетика, как у императрицы, по сути, это вы сами.
И королева Пентаклей, у вас могут быть вопросы, связанные. Кстати, у кого-то с учетом и императрицы, так уже хоть мы и смотрим на эту карту, но вот выпадают нам люди интересные, самодостаточные, умеющие зарабатывать, умеющие надеяться, опять же, сами на себя. Ведь по королеве Пентаклей она сказку умеет сделать былью. Вот и вы, мои дорогие, умеете сделать сказку былью. И те планы, которые, может быть, прежде не были реализованы, а здесь, скорее всего, вам, может быть, и придется. Да, вот у вас два принца выпадает. Это могут быть такие известия по деньгам, по работе или по вашим каким-то достижениям, по вашим планам. Но это имеется в виду именно с позиции достижений. Это то, что вы хотели осуществить. Так вот, к вам приходят новые возможности. С одной стороны, тут нельзя, как будто не зевай нам говорит принц Жезлов, а вот принц Пентаклей нам говорит, вы как выбираете новое направление. Может быть, вам и придется, мои дорогие, где-то знаете, как изучать что-то новое или осваивать новую профессию, может быть, новое ремесло, у кого-то учить новый язык. Вот тут что-то такое, что вы обучаться будете буквально чему-то. И это для вас откроет новые возможности буквально, ну, к пентаклям, к заработкам. Ведь по этой карте детализация идет или какие-то инструкции помимо изучения. Пусть это не буквально будут какие-то курсы, да, или получение сертификата, хотя я такое тоже могу допустить. То есть у вас жизнь наполнена смыслом. И когда вы переключаетесь на что-то иное, вот может быть, вот этот где-то холод, он совершенно вам и необходим. Потому что не хочется попадать в просак, не хочется быть жертвой манипулятора, может быть и так. Это, знаете, чувство собственного достоинства и независимости, когда мы никому ничего не доказываем. Кто-то с нами не согласен, ладно, хорошо, иду дальше. Вот, вы знаете, никаких эмоций у императрицы нет. Но, видимо, вот так сложно. Либо сложились отношения, либо у кого-то ситуация, внешняя ситуация, связанная с событиями или конкретно, может быть, даже с законом. Но находясь вот в этой новой плоскости, в новых энергиях, вы можете встретить другого совершенно человека. Вы можете, мои дорогие, даже оказаться в общности людей, которые от вас находятся на другой ступени иерархии. Я такое допускаю. Выпадает аркан император. Да, с другой стороны, вам жизнь, как жизненный экзамен, может и преподнести такой, знаете, именно экзаменным урок, когда вы столкнетесь с человеком властным, и по королю мечей ведь тут тоже люди проходят властные, которые привыкли командовать, или они, ну вот они привыкли жить так, что то, что я считаю, это абсолютно правильным. И не подлежит это каким-то изменениям. Но плюс-минус, конечно, но олицетворение очень часто именно какого-то либо регламента, либо каких-то своих собственных установок. Поэтому и мечи. Ну, не назовешь его, прямо скажем, душевным человеком. Он будет душевным человеком, но лишь в том формате или в том отрезке интересов, которые у него есть. А интерес, если идет где-то или какая-то ситуация, она идет в противопоставление, он себя чувствует дискомфортно. И первым делом что он делает? Отрезает, уходит. Ему не нравится. Или он начинает капризничать. Ну, я так образно говорю, ну, такое может быть, почему нет? Так вот, вы можете столкнуться с каким-то подобным человеком. И я не могу сказать, что есть доверие. Для кого-то вы, может быть, изучать будете саму персону. Для кого-то из вас по аркану император, что вас ждет. Какие-то очень важные согласования или те вопросы, которые вам не удалось совершить, а здесь будет своего рода как оказия. И причем это касается ваших каких-то планов. Или это даже дело, может быть, прежде вы этим занимались, а оно все не шло, постоянно стопорилось, или были какие-то паузы, а потом было еще и противодействие. А здесь вот, скорее всего, появляется новая возможность решить какой-то очень важный вопрос. У кого-то и так. Хорошо. Что еще у вас случится? Во что вы не верили? Любовь вообще-то. Семерка кубков – это и путаница, и иллюзия.
Но, видимо, да, вам такой экзамен был совершенно необходим, или вы столкнулись с конкретным таким человеком, ну, который тоже был на своей волне, как я сказала. И для вас этот опыт совершенно необходим, потому что вам еще придется сталкиваться с подобными людьми, которые вам могут говорить то, что вам приятно слышать. Но за этим не стоит ну, какая-то мера ответственности. Но будут и радостные какие-то события, могут быть и признания в любви, могут быть важные встречи, мои дорогие. Но то, что радость будет, это точно. Будет то, что вас будет уже вдохновлять. Но вам как-то нужно очень правильно сориентироваться на будущее. Вот вы во что-то, может быть, уже и не верили. У кого-то это касается поездки, переезда, у кого-то смены работы по тройке жезлов. И жезлы – это у нас всегда дела, работа, бизнес или наши достижения. Может быть, и вы уже разуверились, что у вас получится осуществить какой-то проект. Или это будет связано со сменой места жительства. Может быть, даже и так. Значит, какой-то альтернативный путь будет. Но вам важно не замечтаться. Вы знаете, по сути дела, сбывается какое-то ваше желание. Но я не могу сказать, что вот вам его как на блюдечке принесли. Все же тут рядом семерка кубков. Здесь именно ситуация выбора будет. И вроде бы эмоции приятные, но семерка кубков – это еще и путаница. Поэтому иногда называют эту карту иллюзорного успеха. А что это, с чем это связано? Давайте спросим. Какую-то ошибку прежде нельзя повторить. У нас именно как за вашей спиной выпадала королева мечей. С чем это связано? Правда, с приятными эмоциями, с каким-то праздником, воодушевлением, началом нового пути. Когда нулевой аркан выпадает, мы не должны замечтаться. Вот посмотрите, у кого-то я 4 карты специально достала, чтобы это, вот с чем это будет связано. Вам придется принимать важные решения. У вас точно, мои дорогие, вот чего вы не ждете. Вы в чем-то как отрезали, еще раз карта говорит. Может быть, это было связано с силой буквы закона, или что-то не пошло. Но вот эта вот холодность еще ваша, она вам приносит свои плоды. Или так или иначе, вот как это холодное сердце, да, или вот нам показана королева мечей, она, посмотрите, бледная, никаких эмоций на лице. Так вот, в конечном итоге какой-то праздник все-таки будет. Но быть, опять же, оставаться в этих энергиях необходимо. По нулевому аркану это как новый жизненный этап, новая точка отсчета. И мы ведь пока не знаем, куда мы идем. А когда выпадает этот аркан, это всегда, знаете, приятные радостные эмоции. Мы чем-то действительно так обрадованы, воодушевлены, а замечтаться-то мы не можем. Мы не шуты на карте, и всегда изображен шут на краю обрыва. Будут какие-то подсказки, рядом собака очень часто изображается, ну, в первых, наверное, колодах это прообраз Анубиса. То есть прошлое тебе о себе напоминает, чтобы ты не замечталась, чтобы ты не оступилась. Вот для этого, наверное, совершенно был необходим какой-то сложный опыт. И смотрите, тут вы сможете что-то осуществить. Действительно, переезд. Вообще очень такая многогранная карта шестерка мечей. И здесь, как и перемещения, поездки, может быть, и какие-то согласования. Но мы и сами вот в таких очень, знаете, здравомыслящих энергиях находимся. Нам невозможно замылить глаза. Более того, это карта мужества, когда искусство делать первый шаг. То есть это решение и решимость, и одновременно первое действие. Но это часто и очень карта говорит о том, что мы меняем работу, мы меняем сферу деятельности, мы, может быть, даже начинаем изучать что-то новое или переезжаем даже, или готовимся к какому-то переезду. И это перед нами открывает вообще другие перспективы, другое качество жизни. Но пока мы шаг за шагом до этого дойдем, это, по сути дела, возможность. Вот нулевой аркан – это всегда возможность. А искусство первого шага – это шестерка мечей. Вот вам предыдущий опыт был крайне необходим именно для того, чтобы теперь понимать, как правильно провзаимодействовать с тем, что придет на ваш порог. И, мои дорогие, придет-то ведь что-то радостное. То, что вам может, ну, я должна это сказать, замылить глаза, правда? А тут нельзя поддаваться, потому что следующие карты, когда мы спросили, с чем это связано, нам тут говорят, да нет,
Ты тут надеешься сама на себя, ну или сам на себя. По королеве мечей это работа интеллекта, ну и где-то нашего предыдущего опыта, когда мы его не должны именно со знаком минус повторить. Вот тогда и будет праздник. Вы тут, как знаете, если императрица, она умеет со всеми договориться, но в вас что-то, может быть, в свое время словно надломилось. Вас какая-то ситуация очень изменила. Повторю, или вот конкретный человек вас изменил, заставил увидеть жизнь с другой стороны. Или когда оборотная сторона медали. Или, может быть, это когда по закону тоже вы были уверены, что да, закон на вашей стороне, а тут как-то так обернулось, что а нет, вышло. И вот мы становимся более чем реалистами, и мы точно не хотим оказаться еще в подобной ситуации. И поэтому уже понимание, что не все то, что мне транслируют, будет так на самом деле, или то, что нет у меня гарантий, например, да, вот такое понимание приходит. У меня нет гарантии в том, что и если человек какой-то подвел, он не может это сделать еще раз. Поэтому тут особым вопросом, пунктом будет элемент доверия. И вот мы учимся доверять сами себе. Хорошо. Во что вы уже не верите, а это случится или произойдет? Давайте еще раз спросим. Правда, вы во что-то не верите? По четверке кубков вы сейчас можете ощущать какая-то пауза. По принцу мечей вы еще и можете сталкиваться с каким-то противодействием. По принцу мечей вы можете сталкиваться с людьми, которые вас либо к чему-то призывают, уговаривают. Вы можете сталкиваться, кстати, с представителями законной власти. Кто-то на работе может сталкиваться тоже с какой-то сложной ситуацией, у кого-то проверяющие, а у кого-то, когда нужно, ну, знаете, по этой карте со знаком плюс, когда мы ищем правду, мы ее находим. Так вот, кому-то нужно решить очень сложный вопрос. Может быть, этот вопрос будет касаться и чувств, к примеру, да. Мы ведь не конкретизируем сферу жизни, но вот если мы ищем правду, то мы ее находим, поэтому в конечном итоге, посмотрите, вы могли не верить. Вот эти сильные, как, знаете, эмоции, которые именно были с какой-то ситуацией связаны, они вас ввергли в какой-то ступор, когда вам, может быть, какое-то время ничего не хотелось. Или вы меня сейчас смотрите, вы много прикладывали к какому-то делу или, может быть, даже к взаимоотношениям, усилий, пытались наладить какие-то взаимоотношения, и все время натыкались на какую-то стену равнодушия. Или чем-то вы никак не могли провзаимодействовать. Вы в разных энергиях. Но если мы говорим, вот даже король мечей, и я ведь могу сказать, что какой-то человек из вашей жизни может вновь попробовать сделать реванш. И, судя по десятке пентаклей, точно будет что-то обещать. И если вас связывала личная жизнь, или, например, может быть, это и бизнес, или пусть какие-то вопросы даже семьи, все-таки у нас семья показана, и еще остались несогласованными вопросы имущества, жилища, связанные с детьми, такое тоже бывает. Но, значит, вот через детей, через дом, через сферу финансов он тогда будет пытаться найти с вами или возобновить какие-то связи, контакты, что-то обещать вам будет. Поэтому, если вы думали, что какой-то человек исчез из вашей жизни, скорее всего, появится человек еще раз. Давайте мы еще раз спросим какую-то другую, может быть, даже ситуацию, во что вы не верите, а это случится, произойдет. Во что вы не верите, что еще в вашей жизни случится или произойдет. По принцессе кубков у вас какая-то возможность, мои дорогие две принцессы. Будьте готовы к тому, что вам действительно придется что-то изучать, перемещаться, и это будет касаться вопросы дома и взаимодействия с вашими близкими, и вопросы денег. Вы вот смотрите, вы могли совершать, как вынужденно, может быть, вы должны были сохранять или отношения, или когда вы
ну, как оказались тоже на какой-то паузе, по четверке пентаклей ничего не происходит. Может быть, вы себе долгое время в чем-то отказывали, пытались себя как контролировать. Давайте еще достанем, с чем это связано, опять же, что случится или произойдет. Ну вот, наверное, эта дорога к солнцу все-таки она уже вам обеспечена. А что с этим связано? Вот посмотрите, нам снова показывают про любовь. Двойка кубков – это карта верности, карта а, не просто, знаете, когда люди понимают друг друга, а хотя проходит по этой карте также и дипломатия, взаимопонимание, и для кого-то будет означать решение таких вопросов юридического плана или согласование с инстанциями, чиновниками получения важных бумаг и документов. Но, тем не менее, это если мы про любовь, то тогда, когда двое понимают друг друга без слов. Вот, скорее всего, в вашей жизни будет такой единомышленник. Нам не говорят, что это будет обязательно любовь и прямо вот до конца жизни. Но, тем не менее, кадуцей, жезл Гермеса в правом верхнем углу. Поэтому у кого-то из вас, правда, Гермес, если мы говорим, или Меркурий, посох Меркурия. А Меркурий – это у нас близнецы, весы, водолей, у кого-то совпадет. А почему нет? Или, может быть, человек, может быть, таких, ну, где-то энергиях, как по асценденту. Но какой-то контакты у вас точно будут. Может быть, вполне вероятно, контакты какие-то возобновятся для того, чтобы решить финансовые вопросы. Хотя это может быть и новый человек, тоже в подобных энергиях, и значит, он вам для чего-то дан. Здесь нам не говорит эта карта о страсти, но она говорит об искренних отношениях. Пока, по крайней мере, какая-то дружба будет продолжена. Вот это я точно вижу. И правда исполнится ваше желание. Во что вы не верите, а это случится. Давайте еще спросим. Что вы не верите, а это случится. Тут нам интересно, в этой колоде карты, обратите внимание, человек как будто визуализирует. Он закрыл глаза и мысленно представляет себя на другом берегу. Вот вы куда себя направляли или в чем, в каком деле представляли, в какой местности. Вот к тому идет, что вы как раз либо сумеете туда попасть, да точно, то жезлов делит нашу жизнь на период до и после. И благодаря тому, что это как шанс. Или какая-то новость, информация, удобный момент, его величество случай, как фортуна, назовите как угодно, ведет именно к тому, что какая-то давно забытая мечта может как раз исполниться. И опять же девятка жезлов говорит, ты накопил силу, вот ты уже, у тебя какая-то пауза в жизни была. Но предыдущий опыт нам обычно всегда воин показывается по девятке жезлов. В классических колодах это тот воин, который с перевязанной головой, нам карта говорит, уже шишек он где-то набил. Мы выходим из этого забора, за которым находились. Да, но на всякий случай берем жезл. Ну, мало ли там кому, чтобы неповадно было. Мы готовы себя защищать, самое главное. И искусство мелких шагов, чтобы вот эта сила, которая была накоплена, или выводы, которые были сделаны, они не прошли, не пропали даром. То есть для вас исполнение вашего желания, мои дорогие. Что же еще у вас случится или произойдет из разряда того, что вы где-то перестали уже и надеяться, и верить в это? По королю Пентаклей проходят надежные люди, но, может быть, для кого-то из вас это согласование с банками. Решение финансового вопроса какого-то, вот я вижу в целом. Причем действительно, посмотрите, у кого-то из вас именно финансовая ситуация будет выравниваться. И вот тут нам конкретно и говорят, вот ты уже и не верил. Восьмерка мечей – это карта искаженного восприятия. Это когда-то вам было вот так вот холодно, одиноко. И казалось, что, ну, как я вот за этим забором, да еще среди вот этой какой-то леденящей пустоты и холодной пустыни. Где-то там далеко непонятный дом, строение какое-то старое, такое полуразрушенное. Но ведь нам карта говорит, это искаженное восприятие. Открой глаза. Но, видимо, предшествовало, почему это случилось. И эта ситуация именно финансовая, мои дорогие. У кого-то фиаско, может быть, и было. И по тройке мечей вы могли, ну, если мы переложим на нашу реальную жизнь, вы могли в кого-то вкладываться, например, или вы могли кому-то помогать. Вы могли просчитаться, может быть, и потратить деньги, а потом
ну, в надежде, что вы получите какую-то сумму, которая вам причиталась, а тут резко что-то поменялось, а потом вы не смогли это осуществить. Вот тут и такое может быть глубокое разочарование. Но вот теперь это уже выздоровление. Когда выпадает тройка мечей, это дела давно минувших дней. И это именно та болевая точка или сгусток боли, которую мы уже прошли. Теперь уже сердце не болит, но и шрамы, они никуда не делись. И поэтому нам это вовремя напоминает, может быть, шрамы ноют на погоду, чтобы мы не повторили какую-то оплошность. И эта оплошность будет касаться денег. Поэтому у вас есть возможность исправить свое финансовое положение. Вот я именно вижу так. И, может быть, вы уже не видите даже возможности, что не получится, у кого-то будет связано с личным делом или с бизнесом, или развитием вот собственных каких-то достижений. Вы тоже, может быть, был какой-то проект, вы приложили очень много сил, а вот все никак не шло, или что-то не срабатывало. Может быть, вы ищете работу, и тоже работу сложно найти, значит, работу найдете. Обретете вы вот эту уверенность. Для кого-то из вас, может быть, ипотеку получить, и вам много раз отказывали, а вы, ну, как раз и хотите для себя приобрести жилье. По королю Пентаклей проходят вопросы, связанные с нашим жилищем. Так что же у вас исполнится еще, мои дорогие? Так и хочется сказать, давайте мы достанем такую карту. Как вы себя будете чувствовать? Вот в этих исполнении желаний. Ух ты! Девятка кубков. Карта эгоиста, кстати. Вы знаете, вот в этой колоде очень красноречиво, я часто называю в своих раскладах карты эгоиста. И непонятно, почему я так называю. Вот здесь понятно. Обратите внимание, человек нам в дорогих одеждах. И он доволен собой. Все прекрасно. Вот ну, нам тут и золотые портьеры, кубки наполнены, и буквально золотые сапоги, убранство, трон. Прямо вот, понимаете, человек действительно чего-то добился. Но темнота, обратите внимание. Вот эта карта говорит, что у нас может быть такое состояние, когда у меня теперь все есть. И в первую очередь это карта финансового успеха, благополучия. Так вот, у меня сейчас все есть, и мне уже ничего не надо. И может быть это ситуация, когда вы достигаете благополучия или финансовой стабильности. Она вот такая многогранная, многоликая, много приложено усилий, и не хочется уже собой рисковать. Но тут не остаться в гордом одиночестве, карта говорит тоже. Но тем не менее, если мы только с вами рассматривали решение финансового вопроса, может быть, у кого-то на повестке купля квартиры, дома, переезда куда-то, то тут вы задаете тон, вы играете первую скрипку. Вот какое настроение? Ваше настроение, оно будет хорошим. Что же еще вы будете с этим ощущать? Посмотрите, вы как будто достигаете, но вам это вот дается при помощи высших сил, наверное, потому что все же тут и старший аркан, и Солнце. И Солнце – это выбор правильного направления. Вы, видимо, с чем-то, мои дорогие, определяетесь, и 6-8 месяцев вы будете настойчиво продолжать какую-то новую стратегию и тактику. Но сначала, как шестерка, да, у нас тут была, мечей. Это нужно найти в себе мужество, как отплыть от прежнего берега, где ничего не растет. И аркан колесницы тебе отсюда полный вперед. Не оглядывайся назад. Правда, по этой карте это карта успеха, причем старшего аркана. Так вот потом могут быть еще внешние события, которые для вас откроют нужные двери. Или, может быть, у вас будут даже встречи с нужными людьми. Или какие-то знакомства, которые тоже, вот знаете, судьбоносные знакомства. Для чего-то вам это будет нужно. Вообще, по идее, новое качество жизни. И это здорово, что вы еще будете чувствовать. И вам не захочется, вот, да, как по пятерке мечей, ведь это карта первого победа. Может быть, кстати, может по пятерке мечей вот потом, да, найти такое великодушие, когда хочется со всеми помириться. Может быть, у вас и сложный такой путь будет, когда вам придется искать какой-то дипломатический такой ход делать, и сложной ситуации, потому что все же конфронтацию мы не продолжаем. Но может быть та конфронтация, которая была прежде, вот я вот могу предположить, что те люди, с которыми вы расстались, или был какой-то конфликт, или, может быть, конфликт безмолвный, расстались и все, каждый при своем мнении. Вот тут вам опять может о себе напомнить. А к чему это все идет?
Ну, вы, видимо, правильно расставите приоритеты, понимаете? Конечно, мы все разные, но вы можете на сегодняшний день, вот вы смотрите, да, это видео, еще в чем-то сомневаться. Может быть, у вас сейчас как и патовая ситуация и по финансам, и в отношениях тоже какое-то предательство, брешь какая-то, да, нет взаимопонимания. И опереться-то вам, мои дорогие, не на кого. Помните тогда, вы можете не верить именно или не видеть вот эти возможности, потому что вы сейчас без эмоций. Вы сейчас как королева мечей. Столько пережитого, и никуда этот багаж не денешь. Видимо, вам совершенно необходимо пройти вот в этих холодных энергиях, таких рассудительных, когда вам приходится и себя, может быть, ограничивать. И это еще какой-то период продлится. И и кому-то говорить, учиться нет. Может быть, прежде вы говорили чаще «да». Себя изворачивали или выворачивали наизнанку, чтобы кому-то было хорошо, и пусть это даже будут близкие. Вот я такое допускаю. А здесь вам приходится, жизнь заставляет какую-то переоценку ценностей пройти. Реальность преломляется и заставляет нас быть реалистом в другом ключе. Но для вас это очень добрая дорога к новым свершениям, к новым достижениям, к новому качеству жизни, к переездам, может быть, куда-то очень далеко, к новым интересам, мои дорогие. Но и, может быть, даже если по личной жизни с каким-то человеком у вас не получилось, совместная история или получилось прежде, а потом вы расстались. Ну, так значит, вам карта, хотя может быть такой экзамен, у вас еще жизнь сведет, или человек появится, мы об этом рассматривали. Но все-таки я тут вижу, что какие-то и иные отношения, мои дорогие, у вас могут быть. Потому что тут у нас выпадает еще и император, туз кубков, то есть и новое знакомство. И если прежние люди уходят из вашей жизни, отпускайте на их место, а свято место пусто не бывает, обязательно придут другие. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Благодарю за ваши комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.